Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы... Это серия видео, которая посвящена хакатону. Кто-то принимает участие в хакатоне, а кто-то создает сайт, который вот помогает проводить хакатон. И эта вот серия, она будет посвящена именно созданию этого сайта, как он создается, как я его создаю. А вы можете принять участие участниками или судьями, менторами, организаторами в проведении этого хакатона. То есть, что у нас есть? У нас есть разные роли. Ближайшие это вот организаторы. Кстати, да, надо будет добавить страну Индия. Вот, есть судьи, есть менторы. Вот, и есть участники. Участников можно глянуть, допустим, по прошлому хакатону. Вот победители. Вот, так что, если вас интересует принять участие в качестве какой-то из ролей, то добро пожаловать. Эта серия вот посвящена сайту по созданию сайта хакатона. И если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом
хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги. Так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Проверил заодно звук. Звук хороший, без тех багов, которые были до этого. Давайте смотрим, что он написал. Что на самом деле происходит, когда юзер жмет «Отправить», браузер «Post», API, «Apply», «Worker», «Handler», «Functions», реальный клиент к базе в prod, это D1, биндинг внутри «Worker», «Runtime», Cloudflare, ни Wrangler CLI, ни REST API прод не использует. Что тестируют наши нынешние раунд-трип тесты? Они обходят приложение, шлюз руками. Написанный SQL прямо в D1 через Wrangler D1 Execute. То есть проверяют контракт BD, принимает ли живая база такие строки, отдает ли их обратно как есть. Это ценная схема, типы JSON поля, blob — это не путь юзера, не хендлер, не настоящий SQL приложение. Тут не участвует SQL в тесте своя копия. Отдельно от env-db prepare в functions. Теперь прямой ответ на твой вопрос. Wrangler CLI versus REST fetch — это спор о транспорте, а не о том, что тестируется. Обе дороги бьют в ту же самую D1, тот же SQL-движок, ту же схему, поэтому переход CLI REST ничего не перестает тестировать. Это не обходной путь, та же живая база, те же проверки. REST даже честнее. Это тот же backend query, к которому обращается, и биндинг просто без тяжелого нативного подпроцесса. С нормальным HTTP кодами и в 10 раз быстрее. Стабильность растет, покрытие не падает. Но, и вот главное, ни CLI, ни REST не тестируют тот же путь, что через веб-сайт. Они гоняют голые SQL мимо приложения. Самый верный тест юзер отправляет форму, строка легла в базу данных. Это вызвать настоящие хендлеры настоящим биндингом env-db, то есть под worker mini-flare wrangler dev. Тогда используется prod, код, хендлер, его реальный SQL, сериализация, бинд тем же клиентом D1, что и в проде. Дорога. Моя рекомендация, честно, по приоритету сейчас доделать согласованный фикс. Я тогда хочу вообще сделать по-другому. Я хочу дополнительно накатить, что запускается видимый глазами физический браузер, развернутый на весь экран, который тестирует путь клиента физический, путь участника. По итогам человек нажимает кнопку, робот-тестировщик нажимает кнопку, а наш раунд-трип считывает факт записи в базу данных. То есть вот такой вот раунд-трип я хочу, чтобы ты сделал. Это первое. Второе. Сейчас пока что работает через Worker.
но запиши в техдолг переезд на REST, потому что я сейчас это не хочу настраивать. И пока что все работает, поэтому сейчас мне важна скорость, а здесь я уйду в одну задачу глубоко, а мне надо выполнить не десяток, но очень близко к десятку задач быстро. Поэтому что по этому направлению ты скажешь, как тебе идея и как тебе сам факт? То есть давай подумаем в этом направлении. Так, отправляем. Давайте посмотрим, что там по Грузии. Ага. Задача готова до мерджа. Так, нашел, говорю, техдолг. Давайте сразу глянем. То есть мы посмотрим наш history, наш edition. И здесь вот такая вот страна Грузия появилась, и здесь она тоже появилась. Если сделать приближение, то да, вот она здесь действительно есть, видна. Это если я дважды нажимаю плюс-плюс, то вначале начинается анимация, а потом вторая анимация, поэтому получается такое вот дергание. Хорошо, то есть Грузия тут есть. Спонсор у нас еще здесь есть. Джорджия добавлена ему в этот. Ну, давайте заодно посмотрим. Да, тут тоже продублировано. Тут тоже Грузия есть. И давайте глянем на главный. Здесь Грузия не появилась на главной. То есть она вот тут вот должна быть. Ее здесь нет. Давайте проверять, какое было техническое задание, кто это делал. Это делал третий. Смотрим карту Грузии в базу данных. Это третий. А получается, это у нас четвертый. Делает уже логику втягивания одной страны в остальные карты. То есть это все, что было, выполнено. Хорошо. После этого есть смысл глянуть четвертый, чтобы уже запустить его в работу. Защита о том, что ты просил. Развилка, который решил дефолтом в духе твоей логики. Согласие для карты не гейча, согласовано с участниками. Карта показывает только страну без имен. Подтверждено privacy тестом. Словарь страны крутится. Allow list 40 стран. Любая страна не из списка молча отсеивается. Это ровно тот забыл риск, который ты не любишь. Приедет судья и скажет Португалия, а тихо не попадет на карту. Радикальный фикс расширить до полного. Я боюсь, что конфликт третьего с четвертым будет, поэтому накопительная карта, главный apply собирается только из статистических файлов редакций. Build countries MG, архивация прошлых редакций в статику, пока не фолдит. Это он все нашел, правильно и хорошо, но у нас уже есть для этого отдельный. Первое, уже у нас накатился дополнительный мердж, и уже чуть-чуть логика карты поменялась, поэтому собери актуальные данные и достаточно коротко мне, как будто бы пятикласснику, объясни, что ты предлагаешь делать, задай какие-то вопросы, которые у тебя есть. Так, этого мы отмечаем, что он уже справился, сделал плюсик, просто здесь ставим, и будем знать. Мы приняли
эта задача выполнена. Приятно, когда уже какие-то выполнены. Поэтому я не просто стираю, а сохраняю, что эта задача выполнена, и третий у нас уже пустой. Давайте глянем на второго разработчика. Я думаю, мы можем его уже пустить в работу. Да, вопросы есть как раз по архитектуре, чтобы потом не переделывать. Постараюсь коротко, по каждому даю свой рекомендованный вариант. Тебе достаточно сказать «да» или поправить. Счетчик в хедере. На каких страницах и что показывает, когда хакатон уже прошел. Я буду тебе надиктовывать по мере того, как я уже это сделал. Прочитал, и идти дальше по списку. И если есть какие-то новые вопросы, то ты мне их пожалуйста, можешь сразу задавать. Я их по мере того, как буду до них доходить, буду отвечать. Значит, счетчик в хедере. Я считаю, что он должен показываться на всех страницах, кроме реферальной тупиковой страницы, там, где кликабельным должна быть только одна кнопка регистрация. Вот, то есть хотя нет. Да. То есть хедер показывается везде, кроме вот этой вот реферальной ссылки для регистрации, которую мы выдаем организаторам на всех страницах. Что происходит, когда таймер закончился, то мы начинаем новый edition. Новый edition у нас будет через месяц, и это будет с 14 августа по 16 августа. То есть мы просто начинаем новый таймер и новую регистрацию принимаем. Так, второе, что за шаги внутри нового вертикального таймлайн. Ты знаешь, по шагам мне еще предстоит их создать и написать. Пока что я от тебя жду визуальную реализацию текущих шагов, которые описаны на сайте в логической, хронологической последовательности. Так, единый источник, как он попадает в страницы Dry. Предлагаем одна карточка редакции lib edition MJS хранит даты, спонсора, призы, треки. Из нее и главные грамоты берут данные. Куски, треки, призы, правила, таймлайн. Сделает общим шаблоном заготовками, чтобы не дублировать HTML. Вопрос страницы редакции под Hackathons оставляем как архив. Карта участников, победителей команды, спонсор этой редакции. А всю богатую часть треки, призы, правила, таймлайн держим на главной. Или хочешь треки, критерии показывать еще и на самой странице редакции. То, как сейчас устроена внутренняя страница проведенного хакатона, где есть первое, второе, третье место, треки, кто участвовал, поиск по своим... то есть меня все устраивает. То есть ни один элемент, который сейчас там есть, он не должен пропасть. Единственное, модифицируется... это расширяются данные о том, что попадает в эту внутреннюю страницу хакатона с главной.
с главной пока что тоже никакой элемент ни один не пропадает, а все вот просто соединяется в одну такую вот, в одного такого Франкенштейна, который становится и главной, и сразу хакатоном. Разница только карты, то есть если зайти через историю хакатонов, то внутри конкретного хакатона перечисляются страны, карта по конкретному хакатону, а на главной итоги по всем хакатонам, по странам. Так, где его вопросы? Сфере названия пунктов меню с секциями, чтобы бургер вел куда надо. Пятый вопрос. Просто все, что в хедере, что не является Discord и регистрация, все зашиваю в бургер. То есть там нет смысла сверять какие-то пункты. А если есть еще какие-то вопросы, то задавай. Так, здесь у нас уже все готово. Здесь я хочу его запустить, вроде бы. Класс — это верхушка пирамиды тестов, и я за, но дай честно разложу идею, где она бьет в цель, а где один нюанс, иначе мы вернем ровно тот флейк, который сейчас лечим. Как мне идея по сути? Отлично, это единственный тест, который проверяет то, что реально видит юзер, настоящая верстка формы, JS-валидация, honeypot, та самая кнопка, реальный fetch, handler, bind, запись в D1, не юнит, не контракт round 3, этого не ловит, технический путь такой. Playwright, реальный браузер, сайтпод, окей, настоящий worker, живая D1, клик submit, наш D1 helper читает строку из живой базы, assert, delete в finally, Wrangler def remote поднимают prod handler worker, привязанный к настоящему remote D1, и токен не нужен, текущий OAuth, это равно твой round-trip. Робот нажал, факт записи считан в базе. Один нюанс, который обязан назвать, иначе выстрелит в ногу. Видимый глазами на весь экран автоматический гейт, развернутый браузер на экране супер, чтобы смотреть глазами локально, но при push и любой headless cron контекст дисплея не имеет. Если гейт будет требовать headed браузер, он упадет везде, где нет рабочего стола, и станет тем самым CI, который хочется пропустить. Сейчас разработчиком являюсь только я, и когда я разрабатываю, и ты разрабатываешь, что это происходит при моем участии, то есть это включен компьютер и включен дисплей, и когда проходит какая-то работа в браузере, тестирование, чаще всего там что-то искусственный интеллект не учел и написал с ошибкой, поэтому я хочу глазами видеть, где все отвалится, потому что все будет отваливаться. Я это знаю заранее. Поэтому я хочу уже, чтобы логирование было хорошее, классное, чтобы снапшоты снимались страницы и писались в лог, который перезаписывается после каждого запуска, чтобы ИИшка могла понять, что там отвалилось, и самостоятельно починить. То есть пишется вся страница полностью с всеми DOM-элементами и CSS-селекторами, то есть полностью снапшот страницы для полного дебагинга. Это все зашей в наше тестирование. Читаю пока дальше. Так.
решение один тест, два режима, headless по умолчанию, head на весь экран, когда ты хочешь физически смотреть, как робот кликает. Playbook, кнопки, ассерты те же, меняется только видимость. Нет, я против, только всегда в открытом браузере, пусть он запускает, и пусть я это всегда вижу. Я против headless. И если там есть какие-то серверные тесты, которые не относятся к тому, что путь клиента, допустим, путь судьи, путь организатора или путь участника, то это я разрешаю тестировать без плейрайта, потому что, там плейрайт просто не участвует. То есть это не вместо тестов, которые у нас есть, а это в дополнение к нашим тестам. И серверные D1 тесты я разрешаю выстроить именно в очередь, и каждый, чтобы ретраился по 5 раз. То есть мы в этом направлении с тобой согласовываем. Такой тест по определению живет только там, где есть дисплей, и ты за экраном, то есть строго по требованию. И не попадет в блокирующий препуш. Да, безусловно, это всегда попадает в блокирующий препуш обязательно, потому что вся разработка происходит, когда я здесь и я за экраном. Так что то, что ты пишешь, не попадет в блокирующий препуш, это абсолютно то, что я запрещаю делать. Каждый прогон — это то, что я вижу, и то, что появляется на экране. Видите, как он тонко манипулирует мной? То есть единственное следствие, честно фиксирую, не возражение, не попадет в блокирующий препуш. То есть он делает вид, что он соглашается со мной, и при этом делает какую-то лютую дичь, которая полностью противоречит тому, что я хочу. Вот это из этого прямо можно нарезать шортс. Ужас какой. Это ровно твой сценарий. Так что все сходится. То есть он так манипулирует данными и так обманывает красиво, что это просто жесть. Уф. Да, 3 штуки важные влияют на URL, так, второй наш разработчик, и на порядок работ. Порядок выпуска — это большой эпик и спонсор срочная. Исходная причина — убрать неподписанного спонсора с живого сайта. Предлагаю так: сначала быстрый маленький релиз, только спонсор берется из единого источника. У июля его нет, уходит с главной и с июльской страницы. У меня остается, он уезжает в прод сегодня, а потом отдельными шагами строю большого Франкенштейна. Общий шаблон, счетчик, URL текущей редакции, где он живет. Я не понимаю, то есть где единый источник для спонсоров конкретного хакатона. То есть если у нас единый источник, что в каждом хакатоне есть свой спонсор, и это автоматом подтягивается на страницу. То есть если нет, то не подтягивается, если есть, то подтягивается. Как это реализовано, как ты предлагаешь реализовать пункт 1? Да, то есть, кто уже давно со мной, тут, может быть, не удивляется, а кто впервые может сказать: когда ты, кодить уже будешь, ты постоянно с ним только и общаешься, согласовываешь техническое задание. Да, фактически я с ним в основном только и общаюсь и согласовываю техническое задание. Вы будете правы, если это так скажете. URL текущей редакции, где он живет, пока идет. Сейчас июль есть в 2 местах, главная и страница. Если обе рисуют один и тот же контент текущей редакции, это дубль, плохо для поиска. Это интересно.
Мой вариант, пока редакция текущая, она живет только на главной. Когда завершилась, и ты перескочил на следующую, она становится архивом в хакатоны, попадает в history. Так у каждой редакции ровно один дом, без дублей, согласен или хочешь. Да, вот это очень грамотно. Он предусмотрел правильные вещи, а я про них забыл. Супер, вот здесь я очень доволен. Я с тобой согласен, делаем только на главной. А когда уже получается, когда у людей появляется дипломы, то есть когда мы уже распределили участников и дипломы распределены, кто какое место, то тогда уже это переносится в историю. А заявки на новый хакатон принимаются уже после того, как этот хакатон начался. То есть, грубо говоря, все заявки, которые будут поступать, начиная с второго дня хакатона, всегда уже относятся к следующему хакатону. То есть первый день самого хакатона, там 10 число, пятница, можно принимать, а вот уже 11 суббота, ну и по такой логике, что второй день хакатона, да, это всегда уже следующая редакция. Но, скорее всего, мы будем распределять места где-то 15 числа в среду. То есть у нас будет еще 3 дня после воскресенья для того, чтобы вот распределить вот эти вот места. Так, и третье что-то у него там было. Подтверди последние призы в источник суммы 50, 30, 20 для бизнес, импакт, только грамоты. Кладу в карточку. Да, по третьему пункту ты все правильно понял. То есть для бизнеса и деньги, и грамоты, для импакта только грамоты. Да, на грамотах мы деньги не печатаем. Что я еще не ответил, задай, пожалуйста, вопросы, если они есть. Если вопросов уже нету, то можешь предложить просто план реализации. Так, первый уже пошел что-то реализовывать, то есть один у нас кодер что-то делает, третий у нас уже выполнил, четвертый согласовывает. Готово, подтянул. Коротко и просто, что сейчас с картами, простыми словами. Есть 2 карты страны, маленькие по одной на каждый Hackathon Edition, большая на главной и на Apply весь мир Hackon Vibe. Маленькие карты уже чинить не надо, свежий мерч 222 как раз это и сделал. Карта Edition сама набирается из базы, и участники, и судьи, победители, кто указал страну. Я ему сказал, чтобы он стянул факт, потому что там уже были какие-то правки. Большая карта, вот тут проблема, она не живая, это фотография, файл, который кто-то руками пересобирает скриптом. Из-за этого она не связана с базой, новые страны сами не появляются. Прямо сейчас на твой выбор нет июльского хакатона, у него нет фотографий, человек из новой страны. Регистрироваться на маленькой карте июля виден сразу, а на большой никогда. Что предлагаю одним предложением? Сделать так, чтобы большая карта сама складывала все маленькие карты вместе, добивалась страны на любой маленькой карте, она тут же появляется на большой, никаких ручных пересборок. Источник правды обеих карт стянет один база. Мои вопросы к тебе.
главный. Большую карту делаем живой, сама складывает все эдишены из базы. Согласен, да. Первое, на твой вопрос, да, я согласен, да, это из базы, классно, супер, спасибо. Если база вдруг недоступна, большая карта показывает последнюю сохраненную фотографию, безопасный вариант или просто спрятать карту? Да, пункт второй, я бы именно, наверное, для большой карты просто создал бы отдельную запись в базе данных, куда просто аппендом записываются новые страны, и просто это уже формируется какой-то статичный локальный файл в коде, откуда тянется эта информация. То есть, я думаю, логика должна быть такая, что если добавлена новая страна, то она триггерит какой-то скрипт, который добавляет в базу данных общую, и если там произошло какое-то обновление, то тогда обновляется локальный файл, который показывается всегда, чтобы недоступность к базе данных, она вообще никак не влияла на сайт. Диктую достаточно быстро и вроде бы расшифрую достаточно хорошо, лучше, чем клауды на телефоне. Прошлые хакатоны на большой карте берем их из их готовых файлов, там ты вручную почистил мусор и добавил пару стран, оставляем это как есть, из базы их не потеряем. Ок. Но я бы хотел, чтобы прошлые хакатоны и будущие хакатоны, они вот так вот тоже имели возможность ручного добавления. То есть, если есть там какие-то неточности, мы можем вручную что-нибудь туда добавить или вручную оттуда что-то убрать. То есть, это должны быть такие вот возможности у нас присутствовать. Если есть какие-то еще вопросы, то задавай, пожалуйста. Так, здесь это уже плюсик. Третий у нас. Второй. Ой, он тут написал. Ну, это большая правка, да, поэтому нормально. Вопросов больше нет. По двум последним пунктам беру твою же философию, единый источник, автоматика, тесты, целимся туда, но отдельными поздними шагами. Вот финальный план на согласование. Сердце всего, единый источник. Lib Edition MJS. Один файл, карточка каждой редакции, в нем для каждого хакатона написано июнь, даты, старт, время, спонсор, есть призы, архив, июль, текущий указатель, current, август, даты, старт, время, спонсор. Из этого одного файла кормятся сайт, сборщик 11 Eleventy, читает его как данные и грамоты, берет оттуда же, поменял поле в одном месте, сама обновилась на главной, на странице редакции и в грамотах. При автосборке push в main Cloudflare пересобирает. Правило простое, везде есть в источнике, рисуется. 0 не рисуется. Ну да, правильно, пока все правильно. Этап 1. Спонсор из источника, быстрый релиз уходит в прод первым. Это делаю, завожу блок спонсоров на главное и на странице редакции, переключаю с вбитой руками на if грамоты, переключаю на тот же файл, и Юлю заодно прописываю верные даты, где увидишь на главной, исчезнет плашка $300, блок спонсор и кнопка внизу. На Hackathon Vibe спонсор остается, тесты сторожа у июля в источнике спонсора нету, в июне есть. На главной и июльской странице блок не рисуется. На июньской рисуется, в грамоте июля даты есть, спонсора нет, денег нет.
Ну, я заплатил деньги, и в июне тоже, то есть деньги были успешно распределены между получателями в бизнес-треке. То есть это правило и июня, и июля. А по остальному этап первый я одобряю, ты можешь пока начинать делать, я почитаю этапы 2 и остальные, и ты уже можешь делать этап 1. Так, давайте это, может быть, куда-нибудь скопируем, чтобы постоянно сюда не листать. Выделил, значит, скопировал, и идем вот в наш файл, где мы... Так, я это назову как... Ответы на вопросы согласования плана разработки и... Ну и сюда вот вставлю, чтобы прочитать. Оформим чуть-чуть красивенько. Ну или хоть более-менее красивенько. И подгоним приблизительно там по центру. Ну, вроде бы так. Этап 2. Счетчик в хедер и бургер. Что делаю? Переношу обратный счетчик в общую шапку. Время старта берет из источника текущая редакция. В хедере видно счетчик, Discord, логин, регистр. Все остальное под бургер. Ну, еще там вернуться домой, может быть, видно. То есть, допустим, мы показываем счетчик. Если это десктопная версия, то в хедере. В случае, если это мобильная версия, то я бы сделал, может быть, вернуться домой просто какой-то иконкой. Такой вот кружочек, да. Там, по-моему, у нас Hack on Vibe прячется, если он не помещается. Да, он там сейчас не помещается, то можно сделать по-другому, можно сделать просто в 2 строки хедер на мобильной верстке, что первая строка это будет возвращаться домой, Hack on Vibe, а вторая строка это будет счетчик, или, допустим, нет, наоборот, первая строка это Hack on Vibe домой, и слева, а справа будет бургер меню. И вторая строка – это вот этот вот обратный отсчет и Discord, и логин регистрации. Да, вот так вот, я думаю, правильно будет. Так, где увидишь счетчик? В шапке на всех страницах, кроме тупиковой реф-страницы, до старта цифры во время Live Now, а после пока не переключил редакцию прячется. До старта цифры во время Live Now, после пока не переключил редакцию прячется. Нет, не так. Нет, мы переключаем на возможность, ну, то есть мы всегда принимаем заявки, то есть и Discord, и регистрация у нас всегда открыта. Просто как только уже закончилась возможность регистрации, сразу начинается новый счетчик, потому что будет следующий хакатон. Во всяком случае, это 3-й, да, я планирую пока что проводить, там дальше глянем. Я вначале целился на 3, вот уже 2-й приближается, а после 3-го я подумаю, проводить дальше или нет. Посмотрим. Поэтому сейчас вначале счетчик, потом, если это уже день регистрации, то мы ставим последний день
регистрации на этот хакатон. А если это уже пошла не пятница, а суббота, то есть второй день хакатона, то тогда мы уже делаем счетчик до августа. Ну, до августовского хакатона. Так, это мы ему сгрузили по второму этапу. Этап 3. Франкенштейн. Главная страница редакции. Один шаблон. Что делаю? Общие секции. Концепт, треки, правила, критерии, победители, команда, поиск сертификата, спонсор, тизер истории. Выношу в общие заготовки, которые кормятся данными редакции. Главная текущая редакция. Карта всех стран. Страницы редакции, ее данные, карта ее участников. Где увидишь, ни один элемент не пропал, все склеилось. Единственная разница — карта, главное, все страницы. Hack and Wipe Around the World через историю страны этой редакции. Текущая редакция живет только на слэш. Прошлый архив на Hackathon, Slack, да, History. Тесты, обе страницы содержат общие секции. Источник карты отличается правильно, ничего не потеряно. Это он нам сказал про, по-моему, он нам сказал, правильно сказал про SEO. Я единственное напомню, что ты мне очень-очень грамотно подсказал, что у нас не может быть две одинаковые страницы, иначе мы будем проваливаться по Search Engine Optimization. И что вот эта edition, она вначале переезжает полностью на главную, а потом, когда она уже прошла, это значит, что выставлены места, то она уже переезжает в history. И всегда она имеет только единое представление уникального контента. Вначале на главную, а потом переезжает в историю. А как только она переехала в историю, то уже появляется на главной августовский наш хакатон. Единственное, вот это хотел тебе озвучить, потому что я этого не увидел в плане. Так, это мы третий надиктовали этап. Давайте мы его закинем ему. Четвертый этап. Вертикальный таймлайн. Что делаю? Новый вид расписания. Вертикальная линия с точками. Подписи влево, вправо. Зигзагом. Респонсивно. Сверху вниз по времени. Наполняю текущим шагом. Потом легко добавить новое. Я хочу просто посмотреть, как он это сделает, чтобы уже потом как-то править. Да, сейчас сделай, как ты запланировала. Я уже буду смотреть, как это реализовано. Если что-то будут какие-то правки, то я тогда их уже озвучу в будущем. Так, это копировать. Это вставить. Так, Epic 5. Критерии 2 реальных трека, призы. Что делаю? Заменяю устаревшие картинки на бизнес. Грамоты. Плюс $100, 50, 30, 20 и World Impact. Только грамоты. Суммы из источников. На грамотах денег нету. Тесты показаны 2 трека. И разбивка призов из источника. Здесь я дополню
тесты. Я бы, наверное, еще тестировал, что там есть победители. Изначально просто тестовые. То есть я хочу видеть, что в первом месте там один участник, во втором месте 2 участника, в третьем месте 4 участника, чтобы посмотреть и проверить верстку. И потом они должны поменяться на реальные, и мы проверяем факт грамот. Кстати, сейчас посмотри, там, по-моему, есть какой-то баг, что в карточках участников нового эдишена из-за того, что там не формируется грамота, то PNG-шка сломанная. Вот, то вот этот еще момент там почини и покрой тестами, что пока грамоты нету, там не должно ничего отображаться и не должно быть ошибки. Это тоже тестами покрою. Я сейчас покажу, что происходит. То есть вот у нас наш текущий edition. И здесь, допустим, я кликаю допустим, в Игоря и иду в сертификат. Сейчас вроде бы все нормально, но раньше тут как-то были побочки. Олег. Вот. Олег. Я где-то гулял, поэтому не вставилось. Здесь вот есть ошибка с сертификатом, который не отображается, и просто это битая картинка. Вот здесь вот нету. Давайте глянем. Здесь, наоборот, ошибки этой нету. Надо поправить, что пока что сертификаты еще не выданы, а они выдаются только по факту проведения, чтобы уже было понятно, что организатор довел дело до конца, что судья появился для судейства и судил, что ментор появился на своих сессиях и подсказывал командам, давал менторские советы, то это можно быть уверенным, что это фактически случилось после того, как уже эти даты пройдут. То есть это уже будет по менторам. Когда я в админке отмечу, что это все случилось. До этого, пока что там нету грамот и сертификатов, то это поле не должно появляться в принципе. То есть должна быть логика, если то. Я думал, по этому пункту вообще никаких не будет надиктовок, а вот видите, я там что-то вспоминаю, надиктовываю. Я не иду в 5 и 6 разработчика, потому что здесь взаимосвязанные правки, и лучше, чтобы это один выполнял, пока он помнит, знает, что там происходит и что он меняет. Давайте донадиктовываем ему. Позже отдельный эпик, не сейчас. Список редакций сам генерит архивные страницы History. Перек все собралось само. Дата отсечек, заявок со 2 дня. Следующая редакция переезжает в тот же источник. Тут вот чуть-чуть поправил, что когда оно перестает отображаться. Вроде бы все надиктовал ему. Это у нас какой разработчик? Это у нас 2. Я так вот помечу, что это вот 2. То, что мне сюда логично тогда все это перенести.
То есть это я все вырезаю. Это delete. Это все у нас занимается второй разраб. Сохраняем. А там у нас будет временный такой файл, пустота, куда мы вписываем, если в моменте занимаемся ответами на какие-то вопросы и ишки. Так, ну и давайте глянем нашего четвертого. Так, Word 3 чистый, ничего не создалось, кода еще нет. Собрал все твои пожелания вместе, и теперь три. Их теперь три, и они складываются в одну понятную картину. То есть одна техническая загвоздка, которую надо объяснить, потому что она определяет, как ее устранить. Одна важная загвоздка простыми словами. Сайт-воркер не умеет сам переписывать свои же файлы. Файл countries.json лежит в коде и впекается в сайт при деплое. Поэтому добавилась страна, сайт сам на лету добавил файл, так не бывает. Файл может обновить только кто-то снаружи, робот, который берет данные из базы, пересобирает файл и коммитит его. Значит, автоматически робот по расписанию проверяет, скажем, раз в час. Обновляет файл не мгновенно, а с маленькой задержкой. Зато файл всегда лежит готовый, база может лежать, а карта работает. Ровно то, что ты хочешь. Как я предлагаю все сделать? Складываю твои два пожелания. Ручно добавить, убрать для любого хакатона. Прошлого и будущего заведу на каждый хакатон маленький файлик, поправку, список страну добавить силой и убрать силы по коду страны. Хочешь поправить неточность, правишь этот файлик, он переживает любые пересборки. Это работает и для карты Edition, и для большой. Большая карта всегда из готового файла. Как ты и сказал, файл всегда показывает, база на него не влияет. Робот-обновлятор по расписанию берет из базы страны. Страны всех хакатонов, участники, судьи, победители, твои поправки, пересобирает файл большой карты. Если что-то изменилось, коммитит, сайт передеплаивается сам. Про твою идею. Мне нравится все, что ты сказал. Я сейчас дочитал не до конца. Единственное, я хочу поправить в процессе, что не каждый час, а раз в сутки. Вполне достаточно, чтобы робот-обновлятор проверял страны. Так, про эту идею отдельной таблицы в базе. Она не обязательна. Проще пересобирать файл прямо из уже существующих данных каждый раз, когда нет второй таблицы, которая может разойтись с реальностью. Но если хочешь именно таблицу журнала, сделаю это. Развилка, вопрос 2 ниже. Мои вопросы про робота. Главный ок завести робота по расписанию. GitHub Actions, который сам пересобирает файл. У нас нету GitHub Actions, у нас закончились минуты, поэтому мы GitHub Actions не используем. Поэтому робот возможен только если это какая-то крон-задача, которая лежит на самом серваке, не GitHub Actions. То есть если D1 и если Cloudflare это позволяют, то значит необходимо реализовать там. Если это не реализуемо, то значит необходимо создать и добавить в автозагрузку локально на компьютер и написать документацию и скрипт, как это добавляется. То есть, если, допустим, изменится компьютер, то логика такая. Test all должен проверять, кроме всего прочего, обновлялась ли база данных в последние 24 часа. Если не обновлялась, то тогда должна падать ошибка и с инструкцией, что нужно установить вот это локальный крон-задача, которая обновляет карту и базы данных. Если это невозможно реализовать на
D1 на серваке нашем. Так, значит, первый у нас уже закончил, второй кодит, третий выполнил, четвертый мы общаемся. Если еще остались какие-то вопросы, которые не согласованы, задай, пожалуйста. Посмотрим на первого. Готово. PR223, слит в main, хост main обновлен, directory убран, проверил файл 222, карта целый, Rebase ничего не откатил. Что сделано? Первую причину нашел и вылечил, не ретраями поверх, а по существу. Node-тест гнал 14 D1 файлов параллельно на 32 ядрах. Boost, Wrangler, Prod, D1. 13 файлов прятали, это ретраемы. Result схема нет, он и падал. Scripts run test MGS, unit параллельно D1 файл в очередь по одному процессу к базе 1 Wrangler за раз. Tests D1 MGS, единый run remote до 5 попыток на один запрос, лог каждый агрегат при провале. Не повтор всего прогона. Classify failure называет настоящую причину. 14 D1 файлов унифицированы на общий помощник. Проверено вживую. NPM тест зеленый. D1 проходит по одному файлу. 0 падений, 0 ретраев, ни одного. 7403 краша. Сериализация убрана. Буст настолько, что повторы даже не понадобились, но остались страховкой. Хорошо. CI поймал реальную брешь. Это ровно твоя философия в деле. И ревьюер заблокировал первый пуш, потому что очередь D1 была в названии PR без несущего теста. Откат packages-on цикла вернул бы буст молча. Дочинил правильно. Не noverify, вынес план в чистую функцию. Assert на Wrangler package.json, ревьюер вживую подтвердил откат package.json на node тест, теперь краснит тест. Хорошо. Видите, то есть и проверяльщик у нас поймал несоответствие. То я мучился сам это делал. Я хотел это все как-то зашить через оркестратор, а потом нашел правильный, хороший вариант на препуш повесить и ревьюера. И, в принципе, он отрабатывает хорошо. То есть не надо там на GitHub Actions тратить какие-то деньги. Локально вполне на препуш срабатывает и работает, помогает хорошо. Философия CI записана. Cloud Instructions, философия CI, потолок, как предлагать изменения в CI, Project Design, REST, переезд D1, в техдолг, Project Design, Env, как ты просил, остается на Wrangler, OAS ради скорости. Мелочи, адвизори, не блокеры на потом. Маркер очереди ловит строку D1 MGS. И в тест данных 2 чистых теста, run test petition, D1 helper падают в последовательный проход. Безвредно, быстрые, без сети, очередь, безопасная сторона. Чинить не обязательно. Разводка attempts внутри run remote прямо не засторожена константа with retries в изоляции, косметика. Следующий шаг, как договорились, PR2 браузерный end-to-end. Так он еще и не сделал. Давайте запишем вот эти вот моменты, которые он сказал. Это у нас первый разработчик. Идем к первому и посмотрим его что он там в конце
Это отдельная глубокая задача. Да, запускаем PR2. Второй разрабатывает, четвертый ждет нашего решения. Пока что небольшая пауза. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.